Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». В моей семье очень любят молочный хлеб на завтрак. И сегодня я хочу щедро поделиться с вами рецептом приготовления молочного хлеба – плетенки. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 250 мл воды теплой добавляем в емкость. Сюда же добавляем молоко, тоже 250 мл. Добавляем 170 грамм сахара или 8 столовых ложек без верха. Сюда же добавляю 11 грамм сухих дрожжей органических. Если у вас свежие прессованные, в 3 раза больше. Сюда же добавляю ванильный сахар, либо ванили. Я где-то 3 грамма добавила. Все смешиваем. Нам нужно, чтобы дрожжи увлажнились. Сахар немножко растворился, тогда дрожжи будут лучше действовать. Так, чтобы молоко у вас, то есть жидкость, чтобы слишком горячей не была. 30-35 градусов, не выше. Растопленное сливочное масло, оно у меня не горячее, ни в коем случае горячим нельзя заливать. Иначе вы ошпарите дрожжи и тесто не поднимется. Сюда же добавляем 2 яйца, и желтки и белки вместе. Все смешиваем. Готово. У меня на канале есть очень много рецептов дрожжевой выпечки. Я оставлю ссылки под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие. Добавляю щепотку соли для баланса вкуса. Теперь добавляем муку. Мы готовим безопарным способом. Тесто получается изумительное. Я отвесила 1 килограмм муки. Муку всю сразу не добавляю. Обязательно ее просеяла. Мука пшеничная высшего сорта. Мука может отличаться, яйца могут отличаться, поэтому всегда деликатно добавляйте муку. Не ошибетесь. Тесто должно немножко липнуть. Мука имеет свойство слеживаться, когда оно долго лежит, поэтому я обязательно пропускаю через сито. Прямо перед применением насыщаю кислородом муку. Кстати, хочу сказать, что на канале у моей дочери Лидия Суиц тоже великолепные рецепты вкусной выпечки, разнообразной, очень интересные проверенные рецепты. Я оставлю ссылку под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие. Я думаю, вам понравится. Точное количество ингредиентов всегда под видео в инфобоксе указываю. И вот посмотрите, у меня еще сколько осталось муки. Посмотрите. Можно муки добавлять совсем по чуть-чуть. Я еще, конечно, сейчас буду вымешивать хотя бы минут 6-7. Точно, потому что хороший замес даст вам очень хорошую выпечку. Если вы особо вымешивать не хотите тесто, вот в таком состоянии накрываете крышкой, даете минут 30 расстояться и потом делаете обминку. Добавляете еще немножко муки, делаете обминку. Я люблю вымешанное тесто, поэтому тесто тоже благодарное, когда вы им занимаетесь. На рабочую поверхность высыпаем муку. И выкладываем тесто. Сверху тоже посыпаем мукой и вымешиваем тесто. Если муки будет не хватать, мы будем ее добавлять. Тесто должно быть липким. Я потом в конце буду добавлять растительное масло. Из этого теста великолепные получаются булочки, пироги. Сладкие пироги. Вот так оно и должно липнуть. Тогда тесто получается очень нежным. Но я еще немного добавлю муки. Хорошо, когда в тесте присутствует несколько видов масла. Вот я добавила сливочное масло. И немного еще добавлю растительного масла. Любое растительное масло без запаха. Очень хорошо, когда в сдобу добавляешь и топленое масло. И все хорошо вмешиваем. Я уже минут 5-6 тесто месила. Посмотрите, какое оно красивое уже. И сейчас вот так шпателем помогаю. Собираю в комочек. И до конца завершаю замес. Подкатываем шар.
Посмотрите, тесто какое. Влажное, изумительное, эластичное. У меня осталось 60 грамм муки. Вот так хорошо подкатываем в шар. И сейчас отправляем тесто на расстойку. Емкость помыла, подсушила ее. Немного растительного масла. Смазываем дно. Лицевой частью выкладываем тесто, чтобы оно сохраняло влагу и поднималось красиво. Вот такая красота у нас тут. Хорошо плотно накрываем либо пленкой, либо крышкой. И в теплое место при комнатной температуре 1 час. Каждые 30 минут делаем обминку. Тесто наше расстоялось великолепно. 50 минут. Посмотрите, какое оно. Великолепная ферментация. Выпускаем углекислый газ. Одну обминку я уже делала. Видите, тесто и не липнет к рукам. Выкладываем его на поверхность. На рабочую поверхность немного растительного масла, совсем чуть-чуть. Тесто у меня весом 748 грамм. И нам нужно поделить на 9 частей. И сейчас мы делим. Получается по 195 грамм у нас должно получиться один шарик. Один кусочек теста. Я буду взвешивать. Итак, 9 шариков у нас по 195 грамм. Скатываем в шар. И нам нужно, чтобы они еще минут 10 расстоялись. Вот такие шарики. Я вот так одним пальцем помогаю и вот так кручу. И ладошка придает округлую форму. Вот, посмотрите. Растительного масла много не нужно, иначе в противном случае вам сложно будет потом с тестом работать. Видите, какие пузыри нежные. Великолепное тесто. Итак, каждый шарик скатываем. Почему важно скатывать в шарик? Видите, какая гладкая поверхность. Если вы будете разделывать вот такой кусочек теста, у вас красивой поверхности не будет на булочках, на хлебе не будет. Поэтому лучше скатывать вот так, чтобы были ровные поверхности. Если, конечно, этот аспект вас особо не тревожит и вам не очень важно, чтобы слишком они были такие красивые булочки, то вы можете вот так в шарики не скатывать. Я немного на руки растительного масла слегка вот так протираю поверхность, на которой у нас будут шарики растаиваться. Контрольный прокатываю шарик и выкладываю. Буквально 10 минут дадим вот так отдохнуть. И начинаем разделку теста. Остальные шарики оставляем под пленкой. Чуть-чуть подпыляем мукой и раскатываем. Муки много добавлять ни в коем случае не нужно. Прижимаем одну часть и сворачиваем в плотный рулетик. Защипываем. Откладываем в сторону пока. И следующий. И сворачиваем. У нас булочки получатся волокнистые.
У нас получилось 3 жгута. И сейчас каждый жгут мы вот так должны раскатать. В конце зажимаем, вот так вот закрываем их и начинаем подкатывать от середины к краю. Видите, поверхность какая хорошая, ровная. Муку не добавляем на стол. Достаточно того, что на тесте уже есть. И масло ни в коем случае не добавляем. Катать невозможно будет. У нас получилось 3 одинаковых жгута. Прижимаем один конец. И начинаем плести косичку. Концы поджимаем и выкладываем сначала одну косичку, и сейчас будем готовить вторую и третью. Концы сразу сравниваем. Перекладываем на противень. Оставляем расстояние, они еще растаиваться будут. И последняя косичка у нас. Накрываем пленкой, сверху еще не тяжелым полотенцем и дадим минут 20 расстояться. А тем временем пока включаем духовку. Она должна хорошо разогреться. Смешиваем желток и 1 чайную ложку молока. Мы этим будем смазывать наши плетенки. Плетенки расстоялись. И сейчас не прижимаем, деликатно смазываем. Я буду украшать плетенки по-зимнему, а вы можете украсить кунжутом, как вам нравится. Один из вариантов вам тоже покажу, как мне вот нравится по-зимнему. Можно миндальными лепестками, маком, орехом присыпать. Итак, у нас готово к отправке в духовку. Смотрите по особенностям вашей духовки. Включаем вверх-вниз при 180 градусах 25-30 минут. Отправляем в духовку. Посмотрите, какая у нас тут красота. Они вот еще горячие. Мы сейчас, сразу пока горячими, будем их оформлять. Я венчик опускаю в сгущенку. И вот так вот оформляем. Можно вилкой. И сверху, как имитация снега, посыпаем кокосовой стружкой. Итак, дорогие друзья, плетенка получилась очень ароматная, вкусная, волокнистая, нежная. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Забирайте этот рецепт в копилочку к себе. Я думаю, вы еще не раз по нему приготовите. Пишите в комментариях, понравился ли вам рецепт. Очень буду признательна за обратную связь. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими в соцсетях. Ваша подписка, лайки и комментарии
большая мотивация для нас. Нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам здоровья, мирного неба над головой и всего самого-самого наилучшего. Пока-пока, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей».